Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал базируется на юге Украины и юге Одесской области. Недалеко живем от реки Дунай, о которой все слышали и знают. Замечательное местечко, прекрасное, теплое место на карте Земли и на карте Украины. И вот здесь мы выращиваем различные цветы. И особое место у нас всегда осенью занимают хризантемы. Это очень-очень давний цветок. У меня когда-то была мечта об этом цветке, чтобы он тоже рос на нашем цветнике. Но это когда-то было практически невозможным. Только мечта была, а особенно крупноцветковые. А когда появились вот эти замечательные цветы мультифлоры, то, естественно, захотелось очень иметь тоже такие цветы. Ну, а мечты, они имеют свойство сбываться. И поэтому сейчас у меня уже очень много различных цветов, именно хризантемы. Кстати, хризантема очень-очень давний цветок на Земле. Его любили еще во времена Конфуция, который в трактате о хризантеме, в трактате своем «Весна и осень» рассказывал об этом цветке. А, кстати, японцы считают хризантему царским цветком. Только члены императорской семьи могли раньше носить одежду с изображением цветом хризантемы. Поэтому цветы хризантемы – это действительно что-то невероятное. И очень много сортов новых, тысячи сортов новых, создаются новые и новые. Вот крупноцветковая хризантема – это группа индийских, есть такая группа. Среди мелкоцветковых это корейские, китайские. Вообще-то насчитывается несколько тысяч гибридов только мультифлоры. Насколько велико вот это разнообразие необыкновенного, красивого осеннего цветочка. Ну и вот вопросы, которые я хочу рассмотреть сегодня. Первый вопрос касается, как узнать, какой сорт приобретен. Ну, сейчас очень много сортов называют их, описывают, но у нас, когда я покупала, такой возможности не было. Просто-напросто видишь на рынке в горшке что-то и покупаешь вот то, что тебе нравится. Ну, а среди тех, которые я купила, естественно, ранее у меня самый первый сорт, еще в сентябре зацветает, конец августа уже бутончики там вот-вот-вот. Это сорта хризантем «Белый эльф», так их называют. Ну, а в некоторых каталогах они звучат совсем по-другому, поэтому я не претендую на название. Для меня вот ранее есть чуть-чуть средние, поздние хризантемы. Но вот нужно знать, что нужно знать. Ранние сорта хризантем – это те хризантемы, которые от закладки бутонов и до цветения у них проходит 7-8 недель. Это 2 месяца примерно. Вот себе, если сейчас у меня уже есть растения, у которых есть бутончики, я уже буду знать и знаю, что у меня в сентябре эти цветы зацветут. Средние цветущие, у них проходит время от закладки бутончика. Вот посмотрите внимательно, есть маленький бутончик. Так вот, с момента вот этого появления бутончика средние цветущие через 9-10 недель начинают зацветать. Обычно это происходит уже в октябре, ну, в крайнем случае, в начале ноября. Ну и есть поздние сорта, которые цветут аж в ноябре-декабре. Вот на эти сорта попадаются многие цветоводы, не понимая, что это поздние сорта, и, естественно, они у них не зацветают. Особенно это касается тех регионов, где быстро наступают холода. Поэтому обязательно смотрите внимательно, когда закладываются цветочки, когда начинают продавать. Даже если это тепличные, все равно нужно смотреть на цветы, на бутончики, и когда начинают продавать, и просчитывать себе. Ага, это у нас ранний сорт, а это средний. Кстати, еще очень интересную вещь я заметила. Вот мелкоцветковые зацветают раньше, чем крупноцветковые. У меня уже сейчас даже есть вот с прошлого года такое наблюдение. Начинают появляться цветочки, но правда это маточные кусты.
именно на вишневых мелких, мелкие такие цветочки. И есть один желтенький такой лимонный цветочек, тоже стали раскрываться цветы. Хотя сегодня 15 июля, середина лета. Но это касается именно тех растений, которые у меня были выкопаны в прошлом году, в горшки посажены, перезимовали, и я вот с них собрала 3 урожая маленьких вот этих, нарезала череночков и размножила. И, естественно, вот эти маточные кусты высадила тоже в землю. И они прекрасно цветут, и замечательно цветут. И я их еще потом делю и рассаживаю. Так что нельзя ничего выбрасывать. Это тем, кто выкидывает маточные кусты. Не выкидывайте, они еще прекрасно вам послужат. Ну и правила, где высаживать. Вот меня спрашивают, как это у вас вот за домом цветут, вы показываете, что нужно солнечное место. Ну, сейчас такая жара и меняется климат, поэтому нужно, конечно, этим цветам солнечное место. Это очень важно. Но вот именно вот эти цветы, которые мультифлора у меня, вот эти у меня растут и с западной стороны, но там именно после 12 часов и до самого вечера солнце. И, естественно, они там очень хорошо тоже развиваются, но зацветают чуть-чуть позже, чем на открытом месте. Так что это чудо. Цветы растут практически у меня и на восточной, и на южной стороне, и прекрасно себя чувствуют. Но главное создать условия. Кроме солнца нужно обязательно формировать, обрезать, но ни в коем случае не мультифлору. Единственное, мультифлора, когда нужно вот эту верхушечку обрезать или прищипнуть, это момент, когда высаживаешь уже рассаду из горшочка в грунт. И вот эту верхушечку надо обрезать, и больше никаких обрезок на мультифлоре не надо делать. Здесь уже сами селекционеры создали вот такую программу этого цветка, и он выполняет эту программу, формирует шар самостоятельно. Вот так интересно наблюдать, когда в разные стороны появляются все новые и новые вот эти веточки, из веточек снова пасынки, из пасынок снова другие пасынки, и вот так нарастает целый шар замечательных сначала бутончиков с листиками, а затем уже осенью раскрываются прекрасные цветы. Еще очень важный вопрос, это растение, что это за растение, когда лучше высаживать. Потому что на рынке у нас уже весной появлялись маленькие вот такие рассадные в горшочках растения хризантемы. Как же так? Вот вы рассказывали о том, что это растение короткого дня, а вот оно летом у нас продается и цветет. Ну вот есть особенность такая, это продаются, кстати, не мультифлора, а продаются корейские крупноцветковые, и они очень маленькие, по-моему, самые-самые маленькие, и им создают там какие-то условия. Я знаю, что тепличники – это тепличные, специальное удобрение туда добавляют под корешочек, агрессивная такая своеобразная среда, и заставляют растения, поливают, естественно, и тепло было, и, естественно, они зацветают. Мультифлора не цветет. Ну вот кроме моих 2 маточных кустов, которые только-только несколько цветочков открывают. Что же это за цветок? Хризантема мультифлора активно растет. Кстати, и другие тоже хризантемы. Вот именно мультифлора активно растет и закладывает бутоны, когда день длиннее ночи. То есть до 21 июня, до дня летнего солнцестояния. Вот в это время закладываются бутончики, нарастает. А потом, уже после 21 июня, вот сейчас июль, идет, уже постепенно сокращается день, естественно, увеличивается длина ночи. И вот в это время ускоряется развитие и формирование бутонов, вот этих пасынков с бутончиками, листики нарастают. И, естественно, уже затем распускаются, открываются бутончики, и цвести будут уже, когда ночи все короче и короче. То есть длиннее и длиннее, прошу прощения, дни у нас короче. Значит, мы понимаем, что именно это растение короткого дня.
И в этот период короткого дня начинается цветение, а до этого, до 21 июня, шло активное развитие корневой системы и затем наращивание самого вот этого шара, это изумительного красивой формы цветка. И еще одна очень важная особенность уже 2021 года. Особенность в том, что многие растения просто не перезимовали. Именно мультифлора, и не только мультифлора. Это связано с тем, не сколько, что зима была, зима была в начале теплая, а затем получилось, что мороз ударил по сухой земле. Это тоже очень серьезно повлияло на жизнь наших цветов. А затем вот эта длинная весна, и получилось, что влаги много. И вот эта влага и холод создали условия для развития грибковых заболеваний, корневых гнилей. И я вот вытягивала кустики и смотрела, там просто-напросто уничтожены корневыми гнилями были некоторые кустики, некоторые растения хризантемы, которые оставлены были в земле в открытом грунте. Даже укрытие не помогло, потому что вот эта влага, холод, это тоже повлияло на само растение. Ну а какие подкормки проводить? Чем хороши вот эти цветы, что я особо подкормки им не даю. Но сейчас уже вторая половина июля буду присматриваться, когда чуть-чуть температура будет ниже. При высокой температуре, даже при поливах, подкормки по листу не провожу. Под корень тоже не провожу, потому что высокая снова же температура. И если дать удобрение, просто сгорают корешки. Я уже это в прошлом году испытывала и увидела, как они мучаются и затем просто-напросто засыхают эти растения. Поэтому под корень не подкармливаю. Закончился период холодной почвы, высокой влажности. Но, естественно, сейчас надо поливать. И только поливаю в определенные периоды, не чаще раза в неделю. И это по благоприятным дням, по агрогороскопу, поливам, которые у нас пока есть на июль. В августе тоже скоро будет этот календарь. И в это время, когда жара, просто-напросто не усваиваются питательные вещества корнями. Поэтому мы используем вот эту внекорневую подкормку в прохладные дни. И это будет не в дни, не днем, а будет ночью. Чем позже, тем лучше для подкормочки. И подкормку всегда провожу совместно с поливами. Поливаем, а затем подкормочка. Подкормочка сейчас будет комплексные, жидкие органические удобрения. У меня они одни. И есть именно для садовых растений. Отдельно я как-то отдельно покажу и расскажу вам. Вот. И по листу мы делаем вот такую подкормочку. Ну и поливы, я вам обязательно еще раз напоминаю, что поливы и подкормки, все это взаимосвязано, и поливы не проводите в гнилые дни, так называемые дни гнилые, которые вот мне рассказывают и просто назвали старые мудрые уже дачники. Они этот момент очень учитывают всегда. Ну что ж, я ответила на ваши вопросы по поводу того, как определить сорта. Можете сейчас уже то, что у вас есть, определить, где есть бутончики. Так что там, где есть бутончики, у вас, значит, ранние сорта, и через 7-8 недель вы получите уже цветение. Ну а если через только-только там вот листики образуются, еще бутончиков нету, только-только набирается, вот через 9-10 недель будут цвести. А если вот еще стоят на месте, вот маленький-маленький этот кустик, то, естественно, это поздние сорта. Их лучше высаживать в горшки. И вот уже будут прохладные дни, в августе месяце можно большие горшки высадить, аккуратно с комом земли. И потом при холодных ночах, уже морозы начнутся, можно просто занести на веранду или где-то в место, где, или теплица, где у вас не будет морозов, и вы получите в ноябре, в декабре до Нового года прекрасное цветение своих любимых цветов хризантем. Ну а если поздние сорта у вас в открытом грунте не успевают, вы так и не получите, конечно, цветение, не увидите вот эту изумительную красоту мультифлоры. Я ответила на ваши вопросы, когда что происходит.
что это растение у нас короткого светового дня и как мы и что мы делаем с подкормками и поливами. Прощаемся на этом. До новых встреч в новых видео. Пусть у вас будет все красиво. Ваши цветники вдохновляют вас на новые позитивные дела и дарят вот эту солнечную, позитивную энергию здоровья, хорошего настроения и новых каких-то дел, проектов, которые вы обязательно осуществите, и у вас все прекрасно будет в жизни хорошо. Этого мы желаем вам. А мы, это Раиса Греченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем канале.